Клиент обратился к нам с запросом установить ему защиту от протечек, автоматизировать полностью климат, установить умный замок и также управление шторами. Кстати, про управление шторами. Вам не кажется, как будто слишком темно? Открой шторы в гостиной. Шторы синхронизируются с будильниками Яндекс.Станций. За полчаса до срабатывания будильника они начинают плавно открываться. Сон не просто прерывается громким звуком будильника. Организм постепенно подготавливается к пробуждению, пока помещение наполняется светом. Здорово! Этот умный замок был подарком от застройщика клиенту. И в процессе установки мы столкнулись с тем, что этот умный замок не подходит под размеры планки двери. И нам приходилось изготавливать эту планку отдельно. К сожалению, этот умный замок не может интегрироваться ни с одной профессиональной экосистемой и может управляться только с родного приложения. Поэтому, друзья, тщательно подбирайте устройство под ваш умный дом, а лучше обращайтесь к нам, и мы вам с этим поможем. Для такой небольшой квартиры здесь достаточно много отдельных зон отопления. Здесь 3 контура электрического теплого пола. Вот такой красивейший водяной радиатор в прихожей, 2 водяных внутрипольных конвектора и водяной же теплый пол в ванной. Все это управляется раздельно, что позволяет добиться экономичного и комфортного микроклимата. К этому добавляем проводные и беспроводные датчики температуры и влажности, получаем полный климат-контроль, в котором заказчику нужно всего лишь указать общую температуру и влажность, которую он хочет иметь в этом помещении, а все остальное за него делает умный дом. Вытяжки в ванной и гардеробной включаются автоматически по превышению уровня влажности, а также, если там долго находиться, для удаления неприятных запахов. График показаний любых датчиков, когда что-то включалось или выключалось, переходило на определенный режим, кто этим управлял. Всю эту историю можно посмотреть в приложении. Рядом со всеми мокрыми точками установлены датчики протечки. Под кухней, под ванной, под стиральной машиной, рядом с коллектором, внутри этих внутрипольных конвекторов. Для наглядности мы вам покажем, как работает датчик протечки и что происходит после его срабатывания. Для этого мы просто открываем воду и немножко мочим наш датчик. Вот у нас датчик мокрый и течет вода. В это время у нас прикрывается кран, время на срабатывание примерно 13 секунд. И ждем. Пожалуйста, вода прикрылась. Все сработало. Все, что здесь подключено к умному дому, управляется и через приложение, и голосом, а освещение сохраняет классические элементы управления. Заказчик захотел здесь сделать только светодиодные ленты из освещения, они здесь одноцветные и с возможностью менять их яркость. На входной двери датчик открытия. Когда мы заходим, включается подсветка зеркала. Для нее и для всех подсветок в этой квартире яркость меняется автоматически в течение дня. Когда мы ее включаем, не нужно настраивать уровень яркости, потому что он уже настроен под время, в которое она будет включаться. Здесь в системе умного дома выбран Home Assistant, и это позволяет нам объединить несколько беспроводных и проводных протоколов внутри одного объекта. Здесь все отопление, все освещение и защита от протечек сделано на проводных протоколах. Кондиционирование, умные шторы, голосовое управление и датчики температуры и влажности по помещениям на беспроводных. Ни подсветки, ни выключатели от этих подсветок, ни отопительные приборы с места не сдвинутся. Там, где к ним провода подвели, там, где их на проекте нарисовали, там они и будут. Кроме этого, проводные девайсы, которые располагаются в электрощите, могут занимать физически больше места, что позволяет использовать внутри них более мощные компоненты и легче отводить тепло. Вот это солнышко с проводным подключением к интернету просто не продается. Кондиционеры уже выходят из магазина со встроенным Wi-Fi, который нам отлично подходит. Шторы мы всегда используем беспроводные в своих проектах, потому что это устройство просто хорошо работает. А для датчиков температуры и влажности, размещенных по помещению, гибкость. Гибкость в том, что часто неизвестно, как именно мебельщики сделают свою мебель, как именно обставят и украсят помещение, и куда же все-таки можно будет их приткнуть. Еще здесь установлен наш роутер для того, чтобы можно было удаленно обслуживать и мониторить состояние умного дома, а также здесь, за телевизором, ближе к центру квартиры, установлена Wi-Fi точка для равномерного и качественного покрытия квартиры Wi-Fi сетью. Мы сопровождали этот проект от этапа черновой отделки до финального завершения ремонта. На всех этапах мы тесно сотрудничали с дизайнерами, со строителями, со всеми заинтересованными лицами, которые находились на объекте. Мы выполнили проектирование умного дома, подбор и поставку оборудования, установку и его настройку. Начальная стоимость системы «Умный дом» для такой квартиры – $7000. После завершения работ на объекте мы предоставляем 60 дней на доработки и год гарантии на нашу систему «Умный дом».